День добрый! Сегодня я вам покажу третью часть видео про двухцилиндровый дизель. Напомню, что первая часть была про коленвал, шатуны и поршни, а во второй я показывал головку блока цилиндров. Подсказка о них в углу экрана и в описании. Сегодня же будет распредвал, его привод и толкатели со штангами. Но это во второй части. А пока что я расскажу, что и зачем я пытаюсь изобразить. Если вам это не интересно, можно проматывать в конец видео. В качестве хобби мне нравится придумывать всякие механизмы. И вот однажды в голову пришла идея небольшой универсальной платформы по типу Mercedes Unimog или советского Т-16. Но не совсем в точности их повторяющие, а скорее что-то среднее между Unimog'ом, грузовичком ГАЗ-66, Т-16 и редким трактором ЛТЗ-155. Эдакая небольшая универсальная платформа, которая может использоваться как небольшой грузовик и также как небольшой трактор. Но об этом подробнее в следующих видео. А сегодня про двигатель. Это должен быть максимально компактный дизель. Максимально компактный, потому что расположиться он должен под кабиной. А чтобы сохранить нужный дорожный просвет, придется положить его почти на бок, сохранив лишь небольшой угол относительно поверхности для гарантированного стока масла из цилиндров. Градусов 15. Собран должен быть с использованием как можно большего количества заводских комплектующих. Это обусловлено тем, что я мечтаю все же когда-нибудь его изготовить. В плане цилиндр-поршневой группы выбор пал на камазовскую V-образную восьмерку. В основном из-за раздельных головок блока цилиндра. Раздельные головки нужны, так как будет всего два цилиндра. А при использовании камазовских отпадет необходимость их изготовления с нуля. Для равномерности была выбрана конфигурация с шатунами-шейками в ряд, когда поршни ходят вверх-вниз синхронно, а вспышки чередуются в них. Но это делает двигатель по вибрациям крайне неуравновешенным. И тут мне пригодились знания из мотоциклетного мира. Есть схема с паразитным поршнем, движущимся в противоположную сторону от основных цилиндров, имитируя оппозитный двигатель, который не совершает работы, а только уравновешивает два оставшихся. Такая схема используется на мотоциклах Yamaha T-Max. Но для дизельного двигателя это не слишком подходит. Ведь уравновешивающий поршень должен быть по массе равен двум основным, и тогда он приобретет монструозные размеры. Так что была выбрана схема с качающимся балансиром, как на двигателях BMW F800. На этом на сегодня все, а теперь время анимации газораспределительного механизма.